Наверняка многие видели видео, на которых изображена фортепианная клавиатура, а на нее сверху падают вертикальные палочки. Сегодня мы приоткроем тайну этих палочек и поговорим о формате MIDI, где этот формат применяется, как он работает и почему он так важен. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие подписчики и посетители моего канала! Меня зовут Слава Маковский, я делаю фортепианные аранжировки, хорошей музыки, красивых песен и известных мелодий. Также у меня на канале прямой эфир, живая трансляция, в котором я играю на фортепиано, и мы можем с вами пообщаться и послушать хорошую музыку. Поэтому, если вам нравится мое творчество, нравится фортепианная музыка, буду очень рад, если вы подпишетесь на мой канал и поставите лайк на это видео. Если вы хотите поддержать меня, мое творчество и мой канал, можно нажать на кнопку «Спасибо», которая находится тоже под этим видео. Итак, почему протокол MIDI нам так важен и почему ради этого протокола стоило записать аж целое видео? MIDI используется во всех аспектах дигитальной музыки. Даже если вы думаете, что вы им не пользуетесь, это не так. Я приведу несколько примеров. Пример первый и самый простой – это покупка дигитального инструмента, дигитального фортепиано. Как я уже и говорил, MIDI присутствует во всех дигитальных инструментах, поэтому, разобравшись немного с этим протоколом, поможет вам определиться с покупкой. Еще один пример – это как подключить ваш дигитальный инструмент к компьютеру, например, для записи. Очень часто у меня спрашивают, как система настроена у меня, и я большим удовольствием про это расскажу, но сначала нужно для этого разобраться с MIDI. И еще один пример – это те самые падающие палочки на клавиатуру. За этим тоже стоит формат MIDI, и если с ним разобраться, то можно будет обучаться игре на фортепиано, даже не зная нотной грамоты. Итак, что же это за такой загадочный формат MIDI? Давайте разберемся на примере. Мы с вами сыграем 3 ноты. Ну а теперь давайте опишем словами, что мы с вами сыграли. Итак, мы сыграли 3 ноты. Ноту ми, ноту фа и ноту соль. Каждая нота была приблизительно 1 секунду. Нота ми была средней громкости, нота фа была высокой громкости и нота соль была тихой громкости. Описание того, что мы сыграли, собственно и является форматом MIDI. Это набор инструкций, которые говорят дигитальному инструменту, что и как воспроизводить. Ну а сейчас давайте сделаем небольшое упражнение. Я дам инструкции, вы их внимательно послушайте и постарайтесь воспроизвести на фортепиано. Сыграйте 3 ноты. Все ноты в первой октаве. Нота фа, нота соль, нота ля. Каждая длится приблизительно 1 секунду. Нота фа и соль тихие, нота ля громкие. Я думаю, что у всех получилась примерно такая мелодия. Эти 2 примера наглядно показывают, как работает формат MIDI. В первом примере мы создали инструкции, как воспроизвести определенную мелодию. То есть мы записали MIDI файл. Во втором примере мы получили инструкции, то есть мы получили файл, который мы воспроизвели на инструменте. На что нужно обратить внимание, и это на самом деле очень важно. Я еще раз повторюсь, что MIDI – это набор инструкций, или, как говорят по-научному, метадата, метаданные о звуке. Это инструкции, которые говорят дигитальному инструменту, что играть и где играть. Но MIDI-файл не содержит самого звука, ни дигитального, ни акустического. Воспроизведение звука – это функция инструмента, а MIDI только предоставляет инструкции, как его воспроизвести. Именно по этой причине MIDI-файлы гораздо меньше по размеру, чем аудиофайлы, так как в них нет никакой аудиоинформации, в них содержатся только инструкции. Ну что же, пришло время познакомиться с этим форматом не на словах, а в реальности, поэтому сейчас мы с вами сыграем несколько нот, запишем их в формат MIDI и посмотрим, что же из этого получилось. Для записи MIDI существует огромное количество программ.
Я пользуюсь программой, которая называется Cakewalk. У меня достаточно старая версия, но новая версия тоже доступна и находится в интернете в свободном доступе. О том, как именно подключить клавиатуру к компьютеру для записи, мы поговорим в другом видео. Ну а сейчас давайте просто сыграем простую мелодию. Итак, у нас с вами получился небольшой MIDI файл. До того, как мы с ним начнем что-то делать, давайте мы его просто запишем на диск. И назовем мы его MIDI. Итак, вот наш MIDI файл. Как я уже говорил, MIDI файлы отличаются своим размером, они обычно очень маленькие. Этот файл всего 2 килобайта, но даже если бы мы записали целую песню, она бы не превышала бы, может быть, несколько десятков килобайт. Что же будет, если мы этот файл захотим посмотреть в каком-нибудь текстовом редакторе и попробовать там внутри что-то поменять? У нас с вами ничего не получится. Это файл бинарный, и прочитать его может только программа, которая умеет читать MIDI-файлы. Если кто-то захочет погрузиться в тему MIDI, то существуют парсеры, которые, собственно, переводят бинарный формат MIDI в человеческий формат, который можно открыть и почитать, например, формат XML или формат JSON. Но в этом видео так далеко углубляться мы не будем. Итак, что же мы можем сделать с нашим MIDI-файлом? Во-первых, мы его можем открыть в любой программе, которая поддерживает инструкции MIDI. Начнем мы с вами с программы, которая встроена в Windows и называется Windows Media Player. Давайте послушаем, что из этого получится. Вы наверняка заметили, что качество звука было другое, чем при записи с дигитального инструмента. Причина заключается в том, что, как я уже и говорил, MIDI — это только инструкции для воспроизведения звука. То есть наш MIDI-файл дал инструкции Windows Media Player сыграть, а тот уже своими собственными звуками, которые встроены в него, сыграл эту мелодию. Давайте рассмотрим еще один пример. Перед нами программа PianoTech. Это коммерческая программа, которая моделирует различные фортепиано по MIDI-инструкциям. И сейчас в эту программу мы загрузим наш MIDI-файл и послушаем, как он будет звучать. Я думаю, что вы уловили принцип работы. MIDI-файл предоставляет инструкции, и различные программы эти инструкции читают и воспроизводят звук. Давайте вернемся к нашему MIDI-файлу и посмотрим, можно ли эти инструкции поменять. Мы с вами вернулись в ту программу, в которой изначально записывали наш MIDI. Как уже можно заметить, каждая такая полосочка или каждый такой квадратик представляют собой ноту, и каждая нота имеет инструкции о том, как ее нужно играть. Можем ли мы вручную отредактировать этот файл и поменять инструкции? Конечно же можем. В MIDI можно поменять практически все. Как самый простой пример, мы можем взять любую ноту и поменять ее звучание. Например, потянуть ее вверх и изменить ее длительность. Например, вот так. Давайте послушаем, что из этого получилось. Какие же дополнительные свойства есть у каждой ноты? Давайте посмотрим. Мы возьмем ту самую ноту, которую мы изменили, и посмотрим на дополнительные характеристики. Это нота фа диез 6 октавы. Почему 6 октавы? Потому что MIDI не понимает, что такое малая октава, большая октава, первая октава и так далее. Отсчет у MIDI идет с левой части клавиатуры, и с левой части клавиатуры по счету это фа диез 6 октавы. Velocity. Velocity — это громкость. Громкость MIDI считает от 0 до 127. Собственно, 0 — это самая тихая громкость, то есть нота совершенно не звучит. 127 — это максимальная громкость, которая может быть. У MIDI, в принципе, все параметры, если они меняются, то в основном идут от 0 до 127, и громкость — это одно из них.
Давайте, например, эту громкость поменяем и сделаем ее самой громкой нотой, которая есть, и поставим ей velocity 127. Давайте послушаем, что из этого получилось. Конечно же, в MIDI-файл записывается гораздо большее количество характеристик и инструкций, чем те, которые мы с вами рассмотрели. Например, педаль. Она тоже записывается в MIDI и тоже имеет свои параметры. Но на всех характеристиках мы останавливаться не будем, и я думаю, что с принципом работы MIDI вы разобрались. А сейчас я хотел бы затронуть еще один аспект применения MIDI. На самом деле протокол MIDI достаточно старый. По-моему, он существует с 1983 года, когда еще персональных компьютеров не было или они только начинались, и поэтому MIDI, собственно, предоставлял инструкции для музыкальных инструментов, как сыграть ту или другую ноту, ту или другую мелодию. С развитием персональных компьютеров у MIDI появился такой интересный феномен, ведь мелодию можно не только сыграть, ее можно еще и показать. Как же можно показать MIDI-файлы? Ну, самый простой пример – это показать MIDI как ноты. Для изображения нот я пользуюсь программой, которая называется Notation Composer. Она открыта сейчас на экране, и она тоже умеет читать MIDI, воспроизводить MIDI и показывать их нотами. И давайте как пример откроем наш MIDI-файл в этой программе. И несмотря на то, что ноты появились в нечитабельном для нас формате, тем не менее это презентация MIDI-файла в нотах. Давайте сыграем и послушаем, как это звучит. Эти ноты выглядят так, потому что MIDI не понимает многих вещей, к которым мы привыкли. Например, MIDI не понимает размер. 3/4, 4/4 для MIDI совершенно безразлично. Также MIDI не понимает, что такое скрипичный ключ и басовый ключ и так далее. Но, опять же, при правильном подходе можно формат MIDI правильно записать и правильно его показать в нотах. Дайте мне знать в комментариях, если вы хотели бы увидеть видео, как это правильно сделать. Ну и, конечно же, наш формат MIDI можно представить теми самыми знаменитыми падающими палочками. Передо мной программа Synthesia, которая позволяет это сделать. Давайте загрузим наш файл и посмотрим, что из этого получится. Я надеюсь, что это видео помогло пролить свет на этот загадочный формат MIDI и помочь разобраться, как он работает. Как и всегда, дайте мне знать в комментариях, если возникнут какие-то вопросы. Я все комментарии читаю и на все комментарии стараюсь ответить. Я также буду очень рад, если вы поставите лайк на это видео и подпишитесь на мой канал. Ну а пока я благодарю вас за внимание и с вами прощаюсь. До следующего видео.